Ребята, всем здравствуйте! А я здесь продолжаю восстанавливать свои орхидеи. Перед вами стоят именно реанимационные, то есть те орхидеи, которые выращиваются у меня в бутылке абсолютно с нуля. Нет ни одного корня, остается только ствол. И именно таким методом я стараюсь дать им вторую жизнь. Как-то видела в просторах интернета, и многие от меня отписывались, лишь только потому, что я выращиваю орхидеи в бутылку и ставлю их листьями в воду. Ругаются, что только не пишут, но тем не менее. Мне такой способ, он подходит, и орхидеи, они прекрасно наращивают корни. Конечно, есть минусы, и орхидея ваша, она должна быть без каких-либо повреждений на листьях. Если, допустим, даже вы ставите орхидею бутылку в воду и вдруг поцарапали, эта рана, она должна у вас подсохнуть, и только потом. Если видите также вы проявление какой-то грибковости на листьях, которые вас смущают, то в такую тепличку ни в коем случае сажать орхидеи нельзя. У меня очень много, и в плейлисте реанимация орхидей вы можете посмотреть, как я выращиваю. Я прям все про них подробно рассказываю. Поэтому такой метод для меня, он имеет место быть. Сейчас именно подходит тот момент, когда мне нужно орхидею достать из бутылки и уже предложить ей какой-то другой вариант посадки. Но не то чтобы совсем посадка, там будет продолжаться у меня восстановительный период. Давайте поближе сейчас я вам покажу, что происходит с моими орхидеями. И, кстати, хочу очень сильно заострить ваше внимание именно на живой мох. Здесь у меня также сейчас находятся на реанимации. Успешно, хорошо, все у них там нормально. Но мох живой, он начал пропадать. А все лишь потому, что буквально недавно у меня здесь завелся панцирный клещ. Казалось бы, ничего страшного, да, панцирные клещи это не вредители, но их образовалось очень много. И мне пришлось их протравить абероном. И после этого живой мох, он перестал расти, он начал пропадать. Также мне ранее девочки писали в комментариях о том, что какие-либо химические препараты к мху можно применять. Я применила и получила абсолютно другой эффект. И хочу вас, ребята, предупредить. Как я считаю, что химия и живой мох – это вещи несовместимые. Ну, давайте сразу перейдем к мху. Не так давно, вот в этом видео я вам хвастала и показывала, какой же он красивый и как он у меня здесь идеально прорастает. Эту часть мха я уже продала, оставила себе небольшой островок. И посмотрите, что стало именно с мхом. Он начал погибать. Больше я, в будущем, когда у меня будет живой мох, никаких препаратов я применять к нему не буду. А как вытравливать клещей, я уже, конечно, буду разбираться потом. Все, вот он, весь мох у меня поздох. И здесь мало что остается живого. Но насчет орхидей, именно те, что сидят здесь на восстановлении, мне результат их очень понравился. Давайте глянем вот на эту. У нее сейчас очень хороший тургор восстановился. И она, сидя здесь месяц, посмотрите, какие дала хорошие и прекрасные корешочки. Вот они, два новых свежих. Но вот здесь именно у этих корней я никакого роста не наблюдаю, но тем не менее вот эти два есть. И это уже хороший результат. Следующая орхидейка, она у меня ранее также выращивалась в бутылке, и тургор никак не могла восстановить. Посадила я ее сюда, и теперь у нас есть новый листик. И также вижу новый рост вот у этого корешочка. Все больше пока никаких здесь изменений. Но и то хорошо. И я и также сейчас буду предлагать другой вариант посадки. Заключительная орхидея, которая здесь сидит, также ничего не дала. Она даже тургор не может восстановить за месяц. Поэтому сейчас я решила, что буду ее отсюда убирать. Ну и уже посмотрим, каким-то другим методом наращивать ей корни.
И мох пока у меня здесь находится, здесь же очень большая повышенная влажность, а он находится под крышкой. Хоть я его и открываю, но тем не менее, после того, как мох сам начал погибать, он начал покрываться плесенью. Ну, вот здесь вот видно, плохо, конечно, видно, но местами есть такой пушочек, это плесень. Конечно, она образуется от переувлажнения, от повышенной влажности. Это, конечно, случилось ровно тогда, когда мох, он начал погибать. До этого такой проблемы здесь не было, никакой плесени не было. Поэтому, ребят, я вам не советую и не рекомендую применять здесь какие-либо химические препараты. Этот мох я его сейчас уже вынесу на улицу и заморожу. Пусть все здесь, что есть, уже до конца домерзает. И потом в будущую какую-то посадку его использую. Теперь функцию живого мха он уже не несет. Хочу сразу же запечатлеть вам результаты тех орхидей, которые росли в мху. Это орхидея. В этом видео можете про нее посмотреть, как я ее сюда перемещала. Она перед тем, как пойти в эту посадку, изначально сидела именно в том мху, наращивала корни. А вообще изначально она сидела тоже в бутылке кверх тормашками, потом уже в мху, а теперь уже здесь в теофлоре. И это также было экспериментальным видео. Я смотрела на нее, как она вообще, как теофлора себя поведет в качестве реанимационного грунта. Что хочу сказать на данный момент, получается 1,5 месяца, как она здесь сидит. Особо никакого прогресса нет. Единственное, что листик вот здесь вот, он у нее есть, наращивается. А если в плане корней, ну, я бы не сказала, что есть какие-то результаты хорошие. Теофлора у меня видно, что сухая. Единственное, что я сейчас сделаю, прикупила вот себе такой, приобрела тоник Бонафорте. Перед употреблением обязательно нужно его стряхнуть, интарная кислота и витамины. Я ее опрыскиваю, ну так по мере высыхания именно теофлоры. Можно теофлору вообще в целом пролить любым стимулирующим препаратом. А я решила особо не заморачиваться и просто хожу ее на окно, поставила этот тоник, опрыскиваю так орхидейку каждый день. С одной стороны, можно было бы применить к ней какие-то именно препараты для лечения грибковости, но вроде бы смотрю и как будто бы ничего здесь грибкового я особо не замечаю. Поэтому сейчас можно использовать именно стимулирующие препараты. За 1,5 месяца вроде бы и результата нет, но и также является хорошим результатом то, что орхидея пока в теофлоре не погибает. Еще подожду какое-то время. Если уж ничего здесь не начнет расти, то посмотрим, может быть, в будущем я ее отсюда буду пересаживать. И в этом же видео сразу хочу запечатлеть результат. Это орхидея, можете посмотреть про нее в этом видео. Буквально получается 16 дней, как она у меня здесь находится. Крайне была печально, я ее запустила. Мой косяк, моя ошибка. За 16 дней, что я наблюдаю, именно вот этот корешочек, на который я и надеялась, он у меня продолжает рост. Он был один из так называемых самых активных, а их было 2. И вот эти 2 корешочка, я на них прям и надеялась. Но так и выходит, да, вот они сейчас продолжают свой рост, хотя изначально хотели закуклиться. Но я думала, что, как думала, в принципе, так оно и получилось. Все нормально, рост идет. Но пока ничего дальнейшего, каких-то других корешочков роста я не вижу. Также она листик себе отсушила, питание отсюда все забрала, я лист удалила. И здесь тоже пока ничего не вижу, нового роста нет. Но этот результат, он является также хорошим, положительным, и орхидея будет здесь сидеть. Она сидит просто лишь в археате, и здесь есть водичка. Где-то в половину самой археаты я стараюсь воды налить, и все равно эта вода поднимается до самого верха, и видите, мох, он увлажненный. Именно этого увлажнения и этой влаги орхидеи вполне хватает. Так что продолжаю здесь орхидейку в дальнейшем растить. Отсюда ее не достаю. И вот эти 5 орхидей сегодня вместе с вами мы будем пересаживать. Про эту, конечно, чуть позже.
она, ну, так скажем, одна из тяжелых на данный момент. Вот я решила, что вот эту орхидею мне нужно прямо вот сейчас ее отсюда пересадить. Потому что корешочки наросли, пусть они хотя бы малейшие да есть, и все равно в бутылку сейчас их перевернуть кверх тормашками нужно. Здесь, если честно, я этот момент упустила. Нужно было давным-давно. Посмотрите, какое количество корней наросло с нуля. Они были хорошие, растущие, активные. Но орхидее я не помогла. Если бы я ее изначально перевернула и усадила в те варианты, которые у нас будут чуть позже, то я думаю, что именно вот эти вот листики, она бы их не отсушила. Здесь, я так думаю, предполагаю, потом позже посмотрим, она отсюда берет питание. Может быть, конечно, внутри сидит какая-то грибковость, может быть, та же стволовая гниль. Но я надеюсь на то, что именно питание она отсюда берет. Если бы корни перевернутые сидели в грунте, то они бы начали орхидею питать. Здесь, видите, ситуация вышла вот такая. Ну что ж, будет для меня в будущем уроком. И поэтому я решила, что сейчас я не буду затягивать, пока корешочки у меня отросли, пока они на данный момент активные. Я орхидее помогу, пересажу ее и думаю, что рост в дальнейшем у нее будет, и листики она мне не отсушит. Достаю ее аккуратно отсюда из бутылки. Не стараюсь задеть корешочки и также пальцами стараюсь задеть, иначе они закуклятся и прекратят свой рост. Вот так на ощупь трогаю, и листья, они у нее сами по себе такие скользкие, слизкие. Но и видно, вода, что тоже закоричневела, воду необходимо менять. Но сейчас я схожу, все это дело промою, бутылку промою, и опять сюда же я ее буду уже усаживать. Все, помыла, корешочками до стола не касаюсь. Сейчас что я ей решила предложить? На дно укладываю цеофлору. Вот в моем случае я почему-то керамзит, именно тоже как реанимационный грунт, не предпочитаю. Цеофлора, она содержит природный циолит, в котором есть микро- и макроэлементы. И когда орхидея находится на восстановлении, то порционально, именно так, как необходимо, сколько необходимо орхидеи, она будет брать. А если выращивать в керамзите, наращивать, то там нужно вам самим необходимо все это давать, допитывать. Ну, я как ленивый архивод, наверное, так скажем, лучше воспользуюсь тем готовым. Так, ну буквально вот столечко. Далее, что хочу ей предложить. Здесь у меня чистая вода. Я также, как ленивый, хочу использовать вот такой натуральный виталайзер HB101. 1 капля на литр воды. Он будет давать на момент именно восстановления орхидеи также жизненные силы. Именно когда процесс реанимации, удобрения использовать нельзя, стимуляцию использовать нужно. Вы видите прекрасно, что вот даже у данной орхидеи грибковости ее нет. Все. Если бы орхидея сейчас болела, что-то портилось и гнило, я бы, конечно, лечила ее какими-то фунгицидами. Но сейчас все с ней нормально, дай бог, корешочки она наращивает. Поэтому ей необходимо именно сейчас давать жизненные силы для ее активного роста. Я хочу сюда замочить мох. Именно вот этот весь мох с одним препаратом, с одним раствором, он у меня пойдет на все посадки. То есть я не буду, в какую-то орхидею добавлять HB, куда-то янтарную, там, ну и пошло-поехало. Я просто вот быстренько, мне здесь тоже нужно сделать все быстренько. Я все вот так в одном. И в дальнейшем там уже посмотрим, какие стимулирующие препараты. Так делать, конечно, можно. Все, его сюда погружаю. Ребят, в наличии мох есть, HB101 есть, цеофлора есть, все, что, чем буду пользоваться в данных посадках, все есть, приобретайте и радуйте свои орхидейки. И просто-напросто я буду мох отжимать. Можно не сильно отжимать, он у нас, так скажем, и это будет не посадка. Я его буду просто лишь-напросто укладывать, чтобы корни слегка касались именно мха. Как мне ранее девочки тоже советовали, вот даю еще один шанс этому мху, именно как реанимационную, что здесь будет у меня она сидеть и наращиваться. Посмотрим.
Мне нужно постараться создать для орхидеи маховое гнездо. Но бутылка-то она мне всего лишь литровая, пространства здесь мало. Я, конечно, не знаю, как это у меня будет все выглядеть. Также мох я его не стараюсь сильно утрамбовывать. И усаживать я буду орхидею именно на пенопласт. Потому что если использовать кору, либо древесный уголь, ранее у меня такой опыт был, то портится, именно начинает портиться шея, потому что кора и уголь, он имеет впитываемость. А здесь нет. Вот так помещаю сюда. И просто-напросто стараюсь именно шею усадить на пенопласт. Вот так это будет выглядеть, конечно, плоховато видно. Но вот он пенопласт, и вот он корень, который касается мха. И с этой стороны также. Вот он корешочек, касается мха. Может быть, да, вот сейчас сижу и думаю, что если мох у меня как случилось в той ситуации, что он заглох. Есть ли смысл ее садить сюда? Ну ладно, посмотрим. И тоже девочки, они рекомендовали закрыть мне здесь уже орхидейку-то. А нет, получится. Рекомендовали, может быть, если такая емкость. Давайте, наверное, ребят, я, скорее всего, пересажу именно вот сюда. Потому что здесь маленькая емкость. Да, я, скорее всего, пересажу орхидейку вот в такую емкость, потому что здесь создать маховое прям гнездо я не смогу. Бутылка маленькая, и если просто опять здесь оставлять так, как есть, будет заглухание, как вот в этом видео у меня произошла ситуация. Также насыпаю на дно цеофлору, укладываю просто лишь, можно даже, отверстие-то теперь у нас, пространство-то вернее большое, можно даже просто его так слегонца, не придавливая, укладывать. И вот здесь вот прям вот здесь внутри нужно создать такое гнездо, чтобы туда орхидейку посадить, чтобы она находилась там внизу. И вся вот эта влажность, насколько я вас поняла, подписчицы, мои комментаторы, которые мне советовали, чтобы вот здесь по бокам было именно хорошее испарение. Также беру кусочек пенопласта. Поменьше, большой мне не нужен. Вот сюда я устанавливаю и перемещаю орхидеи из бутылки вот сюда. Также смотрю, чтобы и корни сами попали не просто на пенопласт, а именно мха касались, и шея, чтобы также была на пенопласте, не касалась никакой воды. Кое-как попыталась ее сюда усадить, не хотела, все болталось. И обязательно орхидею нужно фиксировать. Но вот этот данный листик, он пусть у меня будет в качестве фиксатора. И продолжаю ей, не знаю сейчас до какой поры, укладывать по периметру мох. Также, чтобы мох, он не касался шеи. Вот так примерно со всех сторон. Уже вне камеры все доложила. И вот так оно получается. Верно ли, ребят? Если честно, вот прям вот так вот в первый раз. Но сама орхидея, вон она там находится далеко и глубоко внизу. Постаралась, чтобы мох, если что, даже отодвинуть. Так вот раз падает, но я его отодвигаю. И, насколько понимаю, потом в будущем мне нужно будет либо воды подливать туда в уровень цеофлоры, чтобы она постоянно была мокрая и тем самым отдавала воду мху. Либо просто лишь-напросто орхидейку опрыскивать. Ну что ж, пожелаем ей удачи. Пусть здесь сидит. Если листьями касается мох, ничего страшного в этом нет. Она просидела в воде долгое время. И это ее устраивало, она не погибла. Так что от мха она уж точно не погибнет. Данная орхидеечка очень маленькая. Но, как ранее показывала, вот он, растущий корешочек. И также вот здесь вот у основания еще заметила один корень. Вроде более-менее еще жизнь здесь теплится. Стволик видно, что маленько длинноват, но сейчас, ребят, ничего не буду делать. Лишние тоже какие-то манипуляции для вот таких больных орхидей. Это лишний стресс. Нашла для нее вот такую бутылочку 0,5. Что же я хочу предложить данной орхидее? Так, изначально также насыпаю цеофлору для ее питания.
Конечно, возможно, и питания тоже не хватает, потому что пока она росла в мху, я их ничем вообще не стимулировала, ничего им не давала, потому что Аберон и так убил все, что можно было. Так, и аккуратненько. Сейчас тут тоже стенки бутылки, они острые, чтобы орхидейку не поранить, аккуратно. Усаживаю ее сейчас вне камеры и вам покажу. Вот так постаралась орхидейку здесь закрепить, так скажем, положить ее вообще на пенопласт, и чтобы она здесь из стороны в сторону не болталась. Все сидит нормально, крайне устойчиво. И вокруг я не буду орхидеи ничего добавлять, кроме цеофлоры. Я хочу, чтобы лишь только вот эти корешочки, они дотрагивались до цеофлоры и давали ей ту необходимую влажность и питание. Вот так вот боком, прям боком весь ствол он сам сидит. Но корни, они касаются цеофлоры. Часть корней, конечно, там несколько, буквально 2-3 корешочка только лишь касаются. Но думаю, что пока на данный момент этого будет хватать. И главная моя сейчас цель, чтобы ствол не касался цеофлоры. Вот эту орхидеечку, у которой начали уже наращиваться новые корни, я сейчас хочу посадить, ну, где-то примерно вот по такому типу. Потому что корни у нее, в принципе, есть, достаточно такие неплохие, плюс еще активные. На дно также укладываю орхиату фракции 12-18 миллиметров. И просто-напросто ее сюда аккуратненько усаживаем. Ранее тоже росла она у меня в бутылке, да кверх тормашками. Вот так. И засыпаю остальное орхиатой. Корешочки ей закрываю. И буквально вот столько я уложила орхиаты. Все, орхидея готова. Ствол здесь можно закрывать, но он у меня как будто находится маленько на весу. Оно и к лучшему. Давайте, ребят, вот эту орхидею мы уже запишем в отдельном видео, потому что не знаю, что здесь и какой процесс. Времени мне не хватает. Скоро у меня тоже ребенок должен проснуться. Вот эту орхидеечку сейчас быстренько сюда усадим. Тоже ей предложим посадку. А посадку я ей хочу предложить именно на дно цеофлору и сверху. Также сначала немножечко орхиаты. Вот почему, с одной стороны, да, вот кто-то, наверное, спросит, а почему вы орхидею эту решили вот так, а эту вот так? Ну, не знаю, если честно, оно как-то само по себе идет из головы. И тебе кажется, что вот прям вот так действовать по отношению к этой орхидее ты должен именно сейчас. Так, ее укладываю. Достаточно легко легла. И также сейчас постараюсь именно вон к единственному ее корешочку подсыпать ей орхиаты. Вот так. Чтобы корешочек он касался орхиата, чтобы подтягивала воду сама орхиата. И буквально вот так это будет выглядеть. И сейчас мои дальнейшие действия будут ровно таковыми. Здесь у меня раствор с препаратом HB101. Каждый, абсолютно каждая орхидея, потому что у кого-то и цеофлора, допустим, вот здесь она сухая. Я добавляю. Обязательно необходимо, когда орхидеи находятся на реанимации, на восстановлении, чтобы возле них была прям повышенная влажность. Очень большая и очень повышенная. И тогда они наилучшим образом начинают вообще восстанавливаться и наращивать себе корни. Вот с одной стороны, хоть во что посади, хоть во что уложи, главное, лишь бы была повышенная влажность. Ну, видите, не совсем, конечно, хоть во что. Именно тот случай, когда у меня орхидея была в мху, там, конечно, я маленечко неправильно орхидейку усадила, и вот начался такой нехороший, неприятный процесс. И вот здесь вот прям воду доливаю, смотрю, где у меня есть пенопласт, и все, больше не доливаю.
Здесь также увлажняю сейчас уровень циофлоры. И мох сразу видно, как напитывается, прям берет в себя воду. И в заключении данная орхидейка. Также доливаю ей воду. А здесь-то у меня корни, они ведь есть. И именно по первый корень, где вот я вижу, вот этот вот корень, он самый нижний. Именно воды доливаю до него, чтобы он слегка касался воды. Все, буквально вот так будет достаточно. Вот он корешочек, и вот она водичка. Не совсем в воде. А то тоже может такой случиться случай, что корни, никогда не видевшие, они же в основе были именно воздушными, и начинают касаться воды, и начинается гнилостный процесс. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратно. Если я увижу в будущем, что орхидея нормально реагирует на воду, то воды можно наливать вообще по самое не хочу, и корешочки содержать в воде. Вот так, ребят. Я быстренько орхидею сюда усадила, но вот прям честно, времени нет, все дотошно рассказывать, показывать. Что-то вот прям конкретного, подробного здесь рассказывать особо таки и нечего. 4 варианта посадки. Все находятся в тепличке, за исключением вот этой одной. В принципе, можно было бы, конечно, но здесь, ребят, мох. И если его усадить вот прям плотно здесь сверху, также может все запреть и начинать все портиться. Поэтому с мхом я не рискну что-то сверху здесь одевать. А именно эти посадки можно. Единственное, что вам хочу сказать, что на момент именно наращивания и восстановления корневой системы с нуля, либо именно те варианты, когда вот корневая какая-то есть, но вот очень и крайне слабая, то вам необходимо вообще хоть что, хоть куда вообще в любые посуды садите, даже просто в какие-то стаканы. Сверху можно пакетом накрывать, дырочки делать. Обязательно здесь орхидея, она должна дышать. Ни в коем случае вот мне прям вот эту крышку плотно закрывать не нужно, иначе она здесь задохнется. Также необходимо, чтобы именно влага была внутри данного посадочного горшка, кашпо, так называемого, чтобы была прям интенсивное испарение, чтобы было очень и много здесь влажности. И когда орхидеи же, они сами по себе эпифиты, они очень любят влагу. И когда вокруг них очень много образуется воды, влаги, то тогда они прекрасно начинают наращивать корни. Вот если честно, хоть во что вы их посадите, главное, чтобы это был влагоемкий грунт. Если вы усадите, допустим, вот сюда, да, либо вот эта орхидея, она полностью сидит у меня в археате, это влагоемкий грунт. А если вы посадите в какую-то в свою, да в обычную, да которая вообще мало воды впитывает, то смысла такой посадки в принципе и не будет. Кора, она сама по себе хорошо напитывает воду. Даже если вода у меня испаряется, бывают такие моменты, что я не услежу, и вода даже здесь испарится, но именно на тот момент археата она впитывает, и она воду очень прекрасно отдает. А если это будет сухой какой-то посадочный материал, то здесь орхидею можно засушить. Сейчас также мне необходимо поставить на свет, чтобы освещение оно должно быть обязательно. И постоянно, желательно, давать им стимулирующие препараты. Вот подошли, увидели, да, что здесь влага испаряется, допустим, в половину ее уже нету. Можете взять, долить, опрыскать любой вообще стимулирующий препарат, которым вы работаете, который вам нравится. И прошу заметить, что именно усадка орхидеи в бутылку, что вниз с листьями, что вот так. Я никогда не усаживаю с гниющей корневой. Иначе гниль, она вообще сама по себе любит влажность. Чем больше влажность, тем больше начинает все гнить. Я смотрю по ситуации. Если бы это была корневая гниль, то я бы усадила ее, конечно, абсолютно по-другому. И в бутылку вот так вот плотненько она бы здесь ни в коем случае не сидела. Но у меня все спокойно, у меня все хорошо, нормально. И я могу, имею полное право здесь орхидею вот так содержать. И, конечно, чуть позже я запишу для вас результаты, как каждая орхидея, вот эти 4, пусть они, наверное, уже в будущем месте идут в видео, буду вам рассказывать, какая же посадка случилась наилучшим образом, где орхидея лучше откликнулась. Но опять же нужно не забывать именно тот момент, что у каждой орхидеи ситуация абсолютно разная.
Каждая орхидея болеет по-своему, так же, как и мы, люди, да, если мы начинаем чем-то болеть, мы же не можем, допустим, одним гриппом болеть одинаково. Нет, мы абсолютно болеем по-разному. Здесь то же самое. У этой орхидеи, допустим, вот корешочки есть, да, нормальные такие длинненькие, есть активные. Вот у этой орхидейки тоже есть там два активных корешочка, но вот их мало. Вот у этой орхидеи вообще корней практически здесь нет. Вот этой орхидеи, получается, корешочки только-только начали нарастать, их всего лишь два, но они с активной растущей корневой. Поэтому видите, как орхидея отзовется на момент посадки, вообще на саму посадку, я, конечно, этого знать не могу. Но будем за ними наблюдать, будем за ними следить. Пишите мне в комментариях доброе пожелание, чтобы орхидеи у меня начали рост, начали восстановление и уже наконец-то перешли в посадку. Вот эти вот две орхидеи, да, они уже у меня давно. Вот я с ними вошкаюсь и вошкаюсь, я их и так, и сяк, и всяко разно, но вот как-то не особо стараются расти. Я не знаю, может быть, я из последних сил, да, пытаюсь что-то с ними сделать, как-то пытаюсь восстановить, но почему-то не хотят. Может быть, именно тот момент, что бывает такое, да, вот как у нас у людей, как случилось тоже с моей Дашей, вот она болела, ну, на протяжении всех лет, 10 лет она болела. И под конец врачи, вот что бы они ни предпринимали, и как бы они ни старались ее восстановить, именно вот прям вывести из реанимационного состояния, не смогли этого сделать. И здесь то же самое не нужно, да, допустим, даже меня вот сейчас, не знаю, в комментариях, правда, не знаю, за что ругать и говорить, что ай, ой, и все такое. Мы не знаем, как поведет себя орхидея. Может быть, она также из последних сил, но вот я стараюсь, да, поддерживать как-то ее состояние там различными препаратами, различной стимуляцией. Она вот еще более-менее живет. А вдруг она вообще уже, может быть, не сегодня, завтра, дай бог, может быть, она оклемается и все-таки найдутся в ней силы для ее дальнейшего жизненного роста. И, ребят, не нужно, да, также мне писать в комментариях именно вот про такие орхидеи, которые, она же изначально сидела в бутылке, о том, что это убийственно для орхидеи, о том, что это вообще как это противоречит, и так не должно быть. Но, знаете, на протяжении всего времени, сколько я занимаюсь орхидеями, именно так я им наращиваю корневую с нуля. Эта мне система подходит. Да, я понимаю, что вообще лист, он сам по себе имеет свойство дышать. Утром у него с обратной стороны открываются поры, и орхидея начинает дышать. И вы-то думаете, если я орхидею ставлю в воду, она начинает задыхаться? Но даже вот эта орхидея просидела здесь месяц и 27 дней. Сходила, подглянула на бутылки. И что? Орхидея за это время живая. Я всегда говорю, что не старайтесь именно такие орхидеи, которые сидят в бутылке, погружать полностью, а именно главное ствол. У нее часть листа, даже половина находится в воде, а половина-то она находится на поверхности, и она дышит, она живет. Вот я показываю вам свои результаты, вот именно вот как я выращиваю вот таким образом. Это же работает. Да, работает. Поэтому, ребят, прошу вас быть крайне внимательными и смотреть на мои результаты и учиться восстанавливать именно таким способом. Всем всего самого доброго. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.